Мы всегда планируем что-то одно, но жизнь вносит свои коррективы. Так случилось и в этот раз. Дэн собирался ехать в Европу на велосипеде, но обстоятельства сложились так, что границы были закрыты, а отпуск уже вот-вот начнется. Дэн моментально нашел альтернативу. Марафон на велосипеде, который начинается с севера страны и заканчивается на западе, а это 1500 километров. И как-то обмолвился со мной, что проедет этот путь. Мне эта идея понравилась сразу. И я решил проехать его тоже, разбавив серые будни чем-то интересным. И, возможно, немного снять на видео наши моменты путешествия. Осталось только определиться на чем. С велосипеда я уже давно слез, на машине удобно, но не получаешь этого авантюризма и приключений, уединения с природой, дорогой и красотами на пути. Я давно езжу на мотоциклах, поэтому решение ехать на байке пришло как-то сразу. Но тут появилась проблема. Мотоцикла на данный момент у меня как раз не было. У последнего разорвало мотор на скорости. Это как раз о теме авантюризма и приключений. Надо было найти быстро недорогой мотоцикл по цене телефона. Хоть я и люблю авантюры, но китайский мотопром отпадал сразу. Оставался еще один вариант. В интернете давно нахваливали эту марку, и видел я ее несколько раз. Это индийский производитель Bajaj. Но мне предстояло познакомиться с самым дешевым мотоциклом из их линейки, а именно Boxer 150. Его цена как раз тютелька в тютельку сопоставима с ценой нового телефона. Позвонив дилеру и узнав, что цвет, который меня интересует, есть в наличии, я сразу отправился в магазин, прихватив с собой $1100. Дальше надо было подготовиться к путешествию, купить все самое необходимое в дорогу, а также еще предстояло сделать обкатку мотоцикла. Но это уже другая история. Всю ночь до 4 утра Дэн собирал и упаковывал вещи, а на 6 часов уже стоял будильник. Рано утром, погрузив баулы на свой велосипед, Дэн выдвинулся в сторону железнодорожного вокзала. У него оставалось ровно 60 минут, чтобы доехать туда, снять вещи, сложить велосипед и со всем этим добром влезть в сидячий вагон, где его ждал Андрей. Не самое приятное состояние – поспать 2 часа и проехать весь город меньше, чем за 40 минут. А мне нужно было добраться из Киева до Новгород-Северского, а это 350 километров пути в гордом одиночестве. Выспавшись, неспешно погрузив все свои вещи на мотоцикл, я выехал в сторону Новгород-Северского. Именно оттуда начинался старт марафона Trans-Ukraine. Единственное, что меня немного напрягало, это то, что новая техника, и я с ней совсем не знаком и не знаю, какие сюрпризы она может преподнести в дороге. Но ведь в этом и сама суть путешествия. В это время поезд, в котором были Дэн и Андрей, двигался в сторону Шостки. Это единственная ближайшая станция к нашему месту старта. Дальше им предстояло проехать 26 километров на велосипедах до Новгород-Северского. По дороге до места назначения я сделал 2 остановки. Одну, чтобы заправиться, вторую, чтобы размять 5-ю точку. Чувство тревоги заменило спокойствие и монотонное урчание мотора после 300 километров пути. К месту старта я приехал раньше ребят. Первое впечатление от увиденного – провинциальный город со старыми постройками. Но потом я понял, что первое мнение было ошибочным, этот город со своей историей и архитектурой. Осмотревшись, я отправился к реке, чтобы успеть снять красоты до захода солнца. Одна из достопримечательностей – Спасо-Преображенский монастырь, один из старейших на Руси, расположен в живописном месте на холме рядом с красивой рекою Десна. Дата постройки так и неизвестна точно, но основание датируется приблизительно 1030-ми годами. Позже монастырь стал оплотом христианства на многие столетия. Заночевали мы в палатках с другими участниками марафона недалеко от монастыря.
Утром мы проснулись раньше всех, разбудив городок своим смехом. Педалировать оттуда. А сегодня, походу, затянуто будет. Первые кадры. Рука трусится. Черепашка. Вылупление. Да тихо, блин, ребята же сейчас А, ну да, спят. все спят. Повставали, вот это утром спать не дают. Доны. Так прикольно, ты как черепашка. Горб у тебя есть. Ты видео снимаешь? Ага. Я говорю, там дырку сделать для рук Ленухи, можно ходить. Мы долго чупахались, собирая палатки, готовя чай. У нас было еще одно задание до старта, поэтому наш подъем был в 5 утра. Парни учатся палатку складывать. По дороге к месту старта нам встретилась еще одна достопримечательность города – Триумфальная арка. Кстати, построена она была в честь императрицы Екатерины II, которая посетила Новгород-Северский проездом. Арку строили на пожертвования дворян, а цель была удивить императрицу, чтобы она дала денег на развитие города, что в итоге так и вышло. Наша арка, конечно, не такая большая, как парижская, но построена она на полстолетия раньше, в 1786 году. Город оказался очень богат историей и древними сооружениями. Если вы будете недалеко, то вам стоит посетить и увидеть эту красоту. На место старта мы приехали раньше всех, так как надо было еще помочь с подготовкой и раскладыванием палатки «Бранч». Это спонсор поездки Дэна и Андрея. Здесь на площади нас встретил еще один сюрприз – памятник князю Игорю. Именно тот, которого мы знаем из рукописи «Слово о полку Игореве». Потихоньку все участники начали подтягиваться на площадь. Старт немного затянулся, но это никак не помешало тем чувствам авантюры, что витали в воздухе. Участников было настолько много, что колонна после старта растянулась на несколько километров. было непредвиденных остановок. Денисов какая-то херня ужалила за ногу. Я ехал. Юля, привет. И тут раз резко что-то в ногу, как пуля. Я такой смотрю на ногу, у меня там шмель. Я его рукой раздавил, но боль адская. А там, короче, укус опухшая. Я взял мазь, намазал ногу, постоял немного, пришел в себя, судорога прошла, поехали дальше. Жесть. У Андрея чуть позже начало болеть колено, да так, что пришлось принимать обезболивающие таблетки и мази на протяжении всего путешествия. В первый день мы проехали 160 километров. Я, поехав вперед, нашел место под палатку у Десны. Конечно, это добавило плюс 14 километров к общему пробегу, но место того стоило. Пожалуйста. Ничего не болит, все нормально. Чё? Как первое впечатление первого дня? Впечатление выжить любой ценой.
Вот приблизительно так. Хочется поесть, хочется искупаться. Хочется вот так просто раскинуться на этой траве и лежать, пока не станет легче. Спроси меня, что мне хочется. Что тебе хочется? Я бы полежал. Я бы полежал. Но вот это место, оно стоило, чтобы сюда приехать. Отдохнув и искупавшись, мы разложили палатки, перекусили бутербродами и улеглись спать под песни сверчков.